Всем здравствуйте, всем доброго здоровья. Недавно один из моих роликов постигла жуткая трагедия. Его сначала блокировал YouTube, я им писал возражения, освободите Вилли. Ролик был, кстати, про японскую акустику Technics SB1000 против американской акустики Advent Loudspeakers. Но она уже не совсем американская, об этом чуть позже. Так вот, заблокировали этот ролик из-за того, что я использовал композицию группы Eagles. Кусочек поставил, сравнил Technics и сравнил Advent. И они возмутились, заблокировали. Писал возражения, разблокировали на пару недель. Потом я опять с ними вступил в сражение, в схватку. У меня канал не монетизированный, я все аргументы выкладываю, что нельзя этот ролик использовать для прослушивания этой музыки. Что мои зрители, они лучше купят лицензионный диск. Не будут они мой ролик использовать для того, чтобы насладиться Eagles. Там у меня где-то секунд 50 на одной акустике и на другой. Но в общем, в итоге правообладатель от Eagles, кто представляет их интересы, удалил мой ролик. И вот, сейчас я размещу этот ролик, только вырежу кусочек с Eagles, то есть там аллилуйя останется. Вот. Но этот кусочек с Eagles вы сможете послушать. Ссылка будет в описании, это будет Яндекс.Диск. Надеюсь, Яндекс не заблокирует и не смотрит мои ролики. Вот. И вы сможете в хороших наушниках сравнить Technics против Advent. Так вот, еще много было вопросов по поводу адвентов, что я такой негодяй, что я там сделал, почему я умнее американцев, которые разработали эту акустику. Но я поясню сейчас. Но я не говорю, что я умнее. Просто, смотрите, они ее разрабатывали в самом начале 70-х годов. У них не было таких, не знаю, мощностей. Да, если была там какая-то заглушенная камера, то они ее арендовали, они не могли заниматься этим круглосуточно, да, как я. У меня специальная комната подготовленная, современнейшее программное обеспечение, измерительные микрофоны. Этого тогда не было, тогда и компьютеров не было, если вы знаете, что в начале 70-х годов только были суперкомпьютеры у военных, но никаких компьютеров для разработки акустических систем, какого-то специального софта, конечно, не было. И поэтому кроссовер там, ну, немножечко кривой, нарушение фазы и так далее. Но в ролике я буду показывать, кто еще его не видел, буду показывать измерения, частотки. Так что все в просмотр ролика. Всем привет на моем канале. Приветствую всех аудиолюбителей, любителей качественного звука. Сегодня мы будем сравнивать звучание двух акустических школ. Винтажная японская и винтажная американская. Поэтому по возможности запаситесь наушниками. Итак, многие внимательные зрители обратили внимание, что я выложил несколько роликов со звучанием Technics SB1000. Винтажные знаменитые колонки, раскрученные на всяких форумах и так далее. Так вот, сегодня мы будем эти колонки Technics SB1000 сравнивать с Advent Loudspeakers. Про адвенты у меня тоже есть ролик, и я всем советую его посмотреть, потому что они не совсем оригинальные. Там осталась оригинальная задумка американская. Да, в принципе, все. Задумка, динамики, концепция. Остальное это мои мозги. Я им разработал новый кроссовер. Он более сфазированный, более точный, но родная вся подача, родной шарм, он, конечно же, остался. То есть концепцию родную я всю соблюдал. В общем, есть про это ролик подробный, там с измерениями, с характеристиками. Его посмотрите, потом опять возвращайтесь сюда. Итак, эти адвенты я сделал
послушал, пригласил в такую фокус-группу. Все послушали, говорят, ну, бомба, просто бомба. Звук. Корпус страшный. Винтажный вот этот корпус уже побитый. Плюс он тоненький. Корпус дает призвуки. Немножко там распорок нету. В общем, еще и запах у него. Сколько им там лет уже непонятно этим колонкам. Поэтому компания Стереотест сделала для этих колонок новый корпус. Новые грили. Колонки теперь выглядят просто шикарно. Подставочки такие очень стильные под эти колонки были изготовлены. Лак многослойный, дорогой шпон у этих колонок. Ну, в общем, они осовременены, но с таким тоже винтажным, харизматичным дизайном. Единственное, конечно, родные эти все динамики адвентов, но они сами по себе страшноватые на вид. Поэтому даже вот в таком корпусе, ну, немножко такой дизайн получился у них немножко технократичный, так сказать. Вот. Сегодня будем сравнивать адвенты с Technics SB1000. Мы видим, что весовая категория акустических систем совершенно разная. Адвенты гораздо меньше, и в глубину они меньше, и в высоту они меньше, и в ширину. Причем у Technics 12 дюймов басовик, у адвентов 10 дюймов басовик. Адвенты двухполосные, а Technics у нас трехполосные. Даже вот адвенты чуть пониже получается, подставочки у них поменьше, сцена должна быть вроде как ниже. Вот. Но я считаю, что адвенты более чем достойная конкуренция Technics'ам. Сейчас мы это все услышим. Опять же повторюсь, что адвенты после модернизации, то есть им сделан апгрейд кроссовера и новый корпус, после чего они действительно ожили и зазвучали. Перед тем, как сравнивать адвенты с Technics'ами, хочу сказать пару слов об усилителе, на котором мы будем слушать данную акустику. Это авторский усилитель, собранный в корпусе от винтажного усилителя Sony. Как раз мы сейчас его видим в отражении адвентов, задней панели адвентов. Итак, хочу от вас увидеть комментарии с предположениями, в каком классе работает данный усилитель. А, Б, С, Д, H, может быть лампа, гибрид, не знаю, все предположения. Я надеюсь, что сравнивая Technics'ы с адвентами, вы сможете еще услышать, может быть сможете услышать характер звука самого усилителя. И в одном из ближайших видео я расскажу поподробнее о данном усилителе, сравню его с другими. Итак, поехали!
like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Well, there was a time when you let me know going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah. Hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call